Albion Online и необычный обзор после открытого бета-теста на европейском сервере. Этот обзор будет полезен таким же игрокам, как я, а именно новичкам, которые только начинают осваивать и поглощать контент в этой MMORPG. О чем же эта игра? Albion Online – это MMORPG с открытым миром, где игроки вступают в схватки, торгуют и взаимодействуют друг с другом в едином игровом пространстве. В игре присутствует богатая экономическая система, позволяющая игрокам создавать, торговать, грабить и влиять на экономическую динамику мира. Игровая экономика полностью зависит от игроков, создавая динамичную область, где все предметы и ресурсы добываются, создаются и торгуются внутри игры только живыми игроками. Система развития персонажей предоставляет игрокам свободу выбора и адаптации под различные игровые стили. Для смены класса вам достаточно переодеть экипировку и настроить ее под свои задачи. Также очень развита система PvP контента, включая массовые сражения и гильдийские конфликты. Территориальные битвы и управление ресурсами дают игрокам возможность захватывать и контролировать территории, создавая свои города и влияя на баланс сил в мире Albion. Давайте подробнее рассмотрим, что же нас ждет. Начало пути. Создание персонажа и прохождение обучения – это основа основ, и всем новичкам я советую не пропустить этот шаг, дабы избежать таких вопросов, как «а как крафтить?», «а где квесты?», «почему я не могу одеть броню или оружие?», «а где заработать серебра?». Определиться с родом деятельности. Определив свой путь, следуйте ему. Здесь настолько много контента, что на освоение всего могут уйти месяцы. Из мирного PvE контента я бы выделил собирательство, крафт, фермерство, рыбалку и торговлю. Собирательство и рыбалка с нюансами. Ресурсы высокого тира находятся в PvP зонах, где любой игрок может напасть на вас и забрать весь лут и снаряжение. А выгодная торговля проходит в городе Корлеон с черным рынком, дорога к которому проходит через PvP зоны, где очень часто устраивают набеги и грабежи. Собирательство и крафт. Выбрали собирательство и крафт? Отлично! Вложите все усилия в один или максимум два ресурса. Далее вы можете продавать его на рынке или делать из него уже более дорогие ресурсы по типу блоков или досок и продавать уже их. Или пойти еще дальше и заняться крафтом конечного продукта – оружие, броня, инструменты или расходные материалы типа еды и зелий. С каждым уровнем мастерства вы будете получать все больше и больше профита. Именно поэтому так важно определиться максимум с двумя направлениями и развивать их до предела. На большее количество занятий у вас попросту будет уходить невероятное количество времени, денег и ресурсов. В игре также доступен личный остров, после покупки которого вы сможете построить растительную ферму для выращивания разных культур, пастбище для выращивания ездовых животных и уютные домики для ваших наемников, которые с удовольствием будут добывать вам ресурсы и серебро. В Albion Online система торговли на высшем уровне. Как и говорил ранее, все предметы, ресурсы сделаны и добыты игроками, и каждый игрок сам устанавливает цену на рынке. Соответственно, работают элементарные законы экономики. Чем больше предложений, тем ниже цена, и наоборот. Первые уникальные предложения выставляют за очень большие суммы. Вам ничто не мешает скупать на рынке ресурсы по дешевке и потом продавать их в 2 или 3 раза дороже. Это прекрасный метод подзаработать деньжат, не выходя из города. PvE контент. Скучно часами проводить время на полях, собирая ресурсы и стоять у станка для крафта? Становимся охотниками за сундуками в открытом мире и данжах. Определяемся с оружием и броней и начинаем зачищать лагеря монстров, а также соло и групповые данжи. Если хотите понемногу осваивать PvP стычки, идем в мистики или мглу. Это такие случайные данжи, куда можно попасть через блуждающий огонек, летающий по карте. Также хиллгейты, данжи с монстрами из преисподних и вероятностью встретить охотника за вашей добычей. Или пути Авалона, бесконечные пути с богатыми сундуками и, конечно же, PvP игроками. Также в игре есть контент для больших групп, рассчитанный на захват крепостей, захват лагерей, прохождение данжей, но этот контент я не освоил за время УБТ и расписать подробности не в силе. PvP контент. Так как в игре при смерти от рук другого игрока в красных и черных зонах вы теряете все свое снаряжение и содержимое в сумке, многие игроки по-настоящему занимаются грабежом.
Конечно, Гангер не получает все ваше имущество, а только часть, но это также является отличным заработком в игре. Засады на торговых маршрутах, охота на игроков в путях Авалона, мистиках и хелгейтах – контент для настоящих ценителей адреналина. Уникальная система навыков позволяет выучить все на одном персонаже. В этой игре вам не нужны твинки. Вы без проблем можете сменить класс или деятельность, просто переодев персонажа. Чем больше вы пользуетесь одним и тем же оружием, тем искуснее вы становитесь с ним. Такая же система и для брони, которую вы используете, и инструментов, которыми добываете ресурсы. Игра Albion Online имеет невероятное количество контента, которое такое разное и в то же время не может существовать один без другого. Каждый игрок сможет найти себе занятие по душе и насладиться им в соло или в группе друзей. А кем ты начнешь свой путь? Напиши в комментарии. Совсем скоро, 29 апреля, открывается европейский сервер для всех желающих начать свой путь в мире Albion. Подробности про стартовые наборы, видео по ссылке в описании. Подписывайся на канал и не пропустишь прямые трансляции с раннего открытия сервера. А если это видео пришлось тебе по душе, прожимай лайк.